Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Команда нашего канала поздравляет вас с наступившим 2025 годом. Пусть он оправдает ваши надежды, принесет вам мир, благополучие и любовь. В эти дни нас накрыли новогодние выходные. Для тех, у кого есть время и желание посмотреть что-нибудь этакое интересное, мы приготовили для вас подборку свежих полнометражных фильмов, которые уже есть в отличном качестве в интернете. Взамен от вас мы ждем подписку на наш канал. Это позволит вам и дальше быть в курсе событий в мире кино. И напоминаем вам, что мы ждем от вас рекомендации на интересные фильмы и сериалы. Они войдут в наши ролики с упоминанием вашего ника. И будем рады вашим комментариям и лайкам, ведь они помогают продвижению ролика. Ну, меньше шпрехен, больше махен. Так что поехали! Мир далекого будущего. Ученые создают уникальную военную машину. Благодаря искусственному интеллекту все проблемные страны должны исчезнуть с карт мира. Но вместо этого машина начинает действовать не по плану. Высокотехнологичное устройство решает очистить планету от людей, чтобы раз и навсегда решить проблему войн. Человечеству грозит уничтожение. Но есть та, на которую возлагают надежды. И неважно, какой ценой будет достигнута цель. «Атлас» – фантастический боевик-триллер режиссера Брэда Пейтона. Его успешный фильм «Путешествие 2. Таинственный остров» с Дуэйном Джонсоном в главной роли собрал в прокате $325 миллионов. В этот раз актерскую команду возглавила Дженнифер Лопес, которую, думаю, представлять не надо. Также в фильме снялись номинант на премию «Оскар» Стерлинг К. Браун, широко известный зрителю по роли в сериале «Это мы», и Марк Стронг, британский актер, хорошо известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Пипец», «Робин Гуд» и «Игра в имитацию». Бывший каскадер Кольт был вынужден попрощаться с профессией. Перестрелки, погони и прыжки с большой высоты чуть не оставили нашего героя инвалидом. Бывшая девушка Кольта снимает в качестве режиссера свою дебютную работу, но актер, которого дублировал Кольт, пропал. Съемки фильма под угрозой срыва. Кольт берет на себя поиски пропавшей звезды, чтобы спасти дебютный проект Джоди. «Каскадер» – комедийный боевик режиссера Дэвида Линча. Его фильмы «Взрывная блондинка» и «Быстрее пули» имели успех у широкой зрительской аудитории. Режиссер переосмыслил покрывшийся плесенью одноименный телесериал 80-х и превратил его в экшн-комедию. Главные роли исполнили номинант 3 Оскаров Райан Гослинг, известный по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Ла Ла Ленд», а также номинантка на премию «Оскар» Эмили Блант, воплотившая Кэтрин Оппенгеймер в биографической драме о создателе атомной бомбы. Итак, «Фуриоса. Хроники безумного Макса». Постапокалиптический приключенческий боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, создателя всех частей киноэпопеи «Безумный Макс». Этот фильм является приквелом и спин-оффом хитового блокбастера «Безумный Макс. Дорога ярости» 2015 года. В этот раз на нас с экрана будет смотреть Аня Тейлор-Джой, получившая букет престижных наград за главную роль в сериале «Ход королевы», среди которых и «Золотой глобус». А вот бесстрашную однорукую воительницу в исполнении Шарлиз Терон мы, увы, уже не увидим. «Дорога ярости» пестрила каскадерскими трюками и колоритными машинами. При бюджете 150 миллионов фильм принес в копилку 380. Он получил крайне положительные оценки кинокритиков, а некоторые из них даже назвали его лучшим фильмом 2015 года. Фильм номинировался на 10 премий «Оскар», 6 из которых увенчались победой. Молодая девушка Би видит то, чего не дано другим – воображаемых друзей, которых придумал кто-то другой. Но, как оказывается, такой способностью наделен и ее сосед Кэл. Им вместе придется решать проблемы целой компании причудливых персонажей. Дети, придумавшие лучших друзей, давно повзрослели и забыли о них. Кэл считает возможным восстановить утерянные связи. Би с этим полностью согласна. Для достижения своей цели они отправляются в большое путешествие. «Воображаемые друзья» – комедийный фильм режиссера Джона Красински. В актерский состав входит номинант на премию «Золотой глобус» Райан Рейнольдс, широко известный исполнением главной роли в серии фильмов «Дэдпул», оскароносный марсианин Мэтт Дэймон, оскароносный Эван Всемогущий Стив Карелл и еще целый список прекрасных актеров. Это история об амбициях, сахаре, предательстве и грозных молочниках. 1963 год. Две американские компании сошлись в битве за лидерство в производстве хлопьев и других товаров для завтрака. Их продукт призван навсегда изменить философию утреннего приема пищи обычного американца. Разговоры о хлопьях на серьезных заседаниях совета директоров кому-то может показаться ироничным, но не тем, кто ввязался в схватку и имеет лишь одну цель – опередить соперника. «Незамороженная история порт-артсов» – комедийный фильм, снятый Джерри Сейнфельдом. Это его дебют в полном метре. В этом проекте Джерри выступил также в качестве соавтора сценария и сыграл одну из главных ролей. Ему удалось собрать звездный актерский ансамбль, в который вошли номинантка премии «Оскар» и «Золотой глобус» Мелисса Маккарти, известная зрителю по фильмам «Поймай толстуху, если сможешь» и «Шпион», лауреат премии «Золотой глобус» и «Сезар» Хью Грант, широко известный зрителю по фильмам «Дневник Бриджит Джонс» и «4 свадьбы и 1 похороны», и еще целый букет значимых актеров. 1963 года. 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 1963
«Королевство планеты обезьян» – фантастический боевик режиссера Уэлса Болла, снявший до этого кинотрилогию «Бегущий в лабиринте». Это 4-й фильм франшизы «Планеты обезьян» и 4-й фильм в карьере режиссера. Сюжет является продолжением фильма «Война за планету обезьян» 2017 года. Уже сменилось несколько поколений с времен правления Цезаря. Там, куда он привел свое племя, обезьяны уже разделились на кланы, а люди одичали. И человечество уже не является доминирующим. Планируется, что «Королевство планеты обезьян» станет первым фильмом новой трилогии. Фильм «Война за планету обезьян» 2017 года был высоко оценен критиками и зрителями. Сайт Metacritic дал фильму оценку 82 из 100, а это соответствует статусу всеобщего признания. Фильм также был отмечен многими престижными наградами и премиями. При бюджете в 150 он собрал в прокате почти 500 миллионов. В центре сюжета этого фильма 40-летняя Солен, переживающая развод с мужем. По стечению обстоятельств она отправляется с 16-летней дочерью на грандиозную феерию – музыкальный рок-фестиваль. Там Солен знакомится с 24-летним фронтменом популярной рок-группы. Между ними вспыхивает бурный роман. Лавина чувств поглощает обоих. Звездный статус красавчика вызывает живейший интерес у поклонниц Хейса. Солен приходит в ужас от комментариев под их фото и видео в соцсетях. Ведь народ не терпит чужого счастья на показ. «Мысль о тебе» – романтическая комедия режиссера Майкла Шоуолтера. Сюжет основан на одноименном романе Робина Ли. Главные роли исполнили обладательница премий Эмми, Золотой глобус и Оскар Энн Хэтэуэй, широко известная по фильмам «Дневники принцессы», «Горбатая гора» и «Алиса в стране чудес», а также Николас Голицын, которого мы совсем недавно видели в историческом сериале «Мэри и Джордж». История любимца миллионов зрителей. Забавный домашний кот Гарфилд ненавидит понедельники и любит лазанью. Вместе со своим другом-псом Одди он отправляется в безумное путешествие, полное приключений и новых открытий. Он сменил домашний комфорт на воссоединение со своим давно потерянным отцом, уличным котом Виком. Встреча с новыми друзьями дает возможность ленивому Гарфилду увидеть мир другими глазами. Оказывается, любовь и семейные узы гораздо важнее лазаньи и комфорта. «Гарфилд в кино» – компьютерно-анимационный комедийный фильм. Сюжет основан на комиксах Джима Дэвиса о коте Гарфилде. Режиссером проекта выступил Марк Диндал. Среди его прошлых работ такие известные анимационные фильмы, как «Похождения императора» и «Цыпленок Цыпа». Для тех, кто будет смотреть фильм с оригинальным звуком, замечу, что анимационные герои будут говорить голосами таких звезд, как Крис Пэтт из «Мира юрского периода», оскароносного Сэмюэля Л. Джексона и других не менее достойных актеров. Ну что, у меня на сегодня все. Мы и дальше будем рассказывать в наших роликах про те проекты, которые достойны твоего внимания. И чтобы не пропустить, тебе нужно подписаться на наш канал. Также напоминаем, что ты можешь посмотреть и другие наши ролики. Ты найдешь там много интересного. Всем пока-пока, услышимся!